Всем большой привет! Вы снова в моей мастерской Натальи Бекер. Я рада вас здесь всех приветствовать. Сегодня я с новой сумкой. Я уже показала, как я делаю форму. Если вы хотите, вы можете немножко полистать назад и посмотреть, как я делаю форму из пенопласта. Именно для этой сумки. Сумка объемная. Сюда входит очень много. Она большая. Так, размеры ее, вот даже линейки не хватает. 30, наверное, 5, а в ширину 15. Вот такая большая сумочка. Я все показала, вернее, я не показала, как я делаю донышко, потому что я уже много раз показывала, как я сделала сетку, а как вот это вот плетение я показала. Вы можете посмотреть, как приклеивала подклад. Я уже сегодня с этой сумкой на работу пришла. Вот такая сумка, ручки, как я делала, все-все показала. Если хотите, оставайтесь, и вы все увидите. Хочу еще напомнить, что у меня есть вот такая сумочка. Это платный мастер-класс, совсем за очень небольшую сумму. Если вам интересно, если вы хотите получить такой мастер-класс, пожалуйста, пишите. У меня есть Инстаграм, ссылку вы найдете в описании. Там есть канал Инфо и есть ссылка на мой Инстаграм. Пишите в Инстаграм или здесь, куда захотите. Вот такой мастер-класс платный у меня есть. Еще у меня, конечно же, очередное объявление. У нас есть сообщество «Мир плетунов», есть телеграм-чат. Мы приглашаем туда всех желающих. Там идет бурная жизнь. Если вам интересно, присоединяйтесь. Ссылка будет, конечно же, в описании. Всем большое спасибо, всем удачи. Чтобы сумки у вас всегда красивыми получались. Мой позитив вам посылаю.
Я вот уже пришила одну ручку, да, и решила показать, как все-таки я ее пришиваю на вторую ручку. Это кожа, я вырезала полосочку. Здесь у меня 4,5 сантиметра. Это вот прям вот как раз хватает вот обхватить ручку. На этой полосочке я взяла и на машинке прошила линию без нитки. И теперь у меня есть дырочки, потому что у меня нету такого специального дырокола, чтобы кожу проколоть и чтобы потом легко можно было шить. Вот как я пришиваю. Я уже где-то показывала. Все просто. Первый вот здесь стежочек я закрепляю. Так, с волосами. Вот так закреплю сейчас. Так. Я сделала нитку в 4 слоя. У меня простая тоненькая нитка, как 40-й номер. И теперь я вот через один стежочек, через одну дырочку буду протыкать иголкой, да. Вот как я шла машинкой, прошила без нитки вот сюда. И вот так сюда буду выводить. Не люблю длинные нитки, потому что она обязательно запутается. Но я сделала длинненькую. Так. Немножко как-то не очень красиво получается. Сейчас я чуть-чуть подтяну. Вот. Теперь следующую. Так. И так я буду прошивать весь рядочек до конца. Но вот так я прошью весь этот рядочек. И потом поверну и буду шить в другую сторону. Так, вот неудобно совсем ничего показывать. Так, я прям именно в эти дырочки, которые я сделала. Ну вот так вот наискось получается. Так, одна, вот она. Так, на камеру, конечно, почти не видно, но я их вижу. Дырочки эти. Вот так прошью весь рядочек. Вот я один рядочек прошила, здесь закончила. Начну снова с этой стороны. И тогда у меня получатся крестики. Так, нужно правильно. Так, еще я сделаю вот здесь сначала в начале, да, чтобы у меня здесь прям такая хорошая петелька получилась, крепкая. Так. Я без наперстка работаю, я не могу с наперстком. Так, и вот теперь пойду сейчас делать крестики. Так. Так, вот так назад снова. И сюда. Вот получается крестик. Снова сюда. Сюда. Теперь в дырочки, которые остались, я же через одну колола. Вот такие получаются крестики. Очень все просто. Но я предпочитаю сделать на машинке, потому что на машинке и быстро, и тоже аккуратно получается, и почти как фабричная. Ну, хотя и иногда охота, чтобы было видно, что это прям совсем ручная работа. Так, вот видите, крестики какие. Думаю, понятно. Теперь я делаю подклад к этой сумке. Сумке-корзинке. Как правильно вырезать? Я взяла
и сшила вот такой мешок. Вот такой мешок. Он по диаметру, вот поэтому, как раз вот по этой вот сумке. Кажется, 95 у меня получилось. Вот. А вот так я сделала как раз столько, сколько мне нужно. Вот так. Вот. Теперь я сворачиваю напополам. Вот такой получился полумешочек. Теперь я вот так его сверну. Вот так. И у меня будет вот двойной подклад для сумки. Вот, сейчас покажу, как я его буду вставлять. Вот так я его сюда вставлю. Вот так. Туда подальше приклею. И вот такое донышко уже сделала. Это у меня клеевая прокладка. Я сюда приклеила и прострочила ее, чтобы на всякий случай она не отклеилась. Теперь я беру снова вот этот мой подклад. Разворачиваю его вот так. Вот. Разворачиваю. И вот тоже я приготовила вот такая клеевая, да, прокладка, но я ее пришью. Пришью прям вот так по вот этой линии. Вот так. По которой я вот сутюжила, да, к ней я вот так пришью. И потом покажу дальше. Вот я пришила эту беленькую полосочку. И теперь я сверну. Так, вот так надо правильно. Так, но я неправильно вывернула, потому что мне нужно вот так. Вот так нужно. Теперь я буду вот эту штучку приклеивать сюда. Здесь намажу на самую сумку и вот так буду прикладывать. Но сначала я еще сейчас прошью. Вот здесь. Так, вот прошила краешек этот, чтобы он у меня держался ровненько. Намазала здесь вот эту часть клеем. И вот нужно, чтобы немножко клей как бы подсох бы, как схватился бы, загустел. Ну, буду пробовать. Так, мне нужна вот эта серединка. Вот здесь у меня серединка, вернее, один шов. Мне нужно так сделать, чтобы он вот попал сюда вот так на середину. Так. Так. Вот так. Вот. Надеюсь, что у меня все красивенько получится. Вот я когда пришивала эту клеевую прокладку, я немножко растянула материал. И у меня немножко получается больше. Но я как-нибудь сейчас ее затрамбую здесь. Так. Ну, в принципе, неплохо. Здесь немножко подниму повыше, пока не присохло совсем. Так.
Ну, вот чтобы прям совсем-совсем без изъянов, такого, мне кажется, никто не сможет сделать, потому что все-таки это все ручная работа, и ну, невозможно просто вот все так померить, чтобы прям все хорошо совпало. Пусть лучше у меня останется маленькая-маленькая складочка, чем бы мне не хватило. Так, вот прижимаю хорошо. Так, вот у меня все почти приклеилось. Я прям даже довольна, что у меня так все получилось. Теперь я взяла клеем с этой стороны, с внутренней, промазала вот этот, не донышко, а вот этот бока эти, да. И сейчас вот опущу этот подклад, чтобы он тоже немножко здесь подклеился. Как получится со складочками. Потому что я сделаю донышко, прям туда приделаю. Вот. Немножко, чтобы у меня прихватило здесь. Вот так получается. Вот. Сейчас намажу это донышко все и потом сюда тоже его воткну. Так, я клеем хорошо промазала. Немножко дала время, чтобы клей немножко так подсох. Не то, что подсох, а загустел. И теперь мне нужно аккуратненько в сумочку это все сделать. Я вот так согну. Вот так согну. И вот здесь к донышку вот так все расправлю. О, зашибись, получилось аккуратненько. И вот так все попридавливаю. Шикарная корзинка, сумка у меня получилась. Еще вот несколько раз попробую, чтобы клей все придавил, приклеил. Вот, и теперь у меня новая сумка.